А если так собрать всю информацию и коротко ответить, то у нас, у каждого свои условия. И условия эти разные. Вот может моя квартира, а за стенкой в квартире быть орхидеи, и цвести, и расти будут по-разному. Свой микроклимат в квартире, в доме. У кого-то повышенная температура, у кого-то пониженная температура. Все влияет на рост и цветение орхидей. Здравствуйте. Вы уже пришли? Мы сейчас начинаем. Юлечка. Сегодня Юля будет рассказывать об орхидеях. Хорошо. Очень пыльная сейчас. Ричка. Ричи. Все пришли, все ждут. Хвост уберешь. Там. Там ложись. Вот, замечательно, молодец. Добрый день, друзья. Сегодня ответы на не очень удобные вопросы. Вопрос, который мне задается каждый год. Почему у вас плохо цветут орхидеи? И под одним из видео мне задали такой вопрос. Сколько смотрю ваши видео, ни разу не видела пышного цветения за спиной. То есть вот там. Вроде знаете много и советы раздаете, но почему такое скудное цветение? Жара или посадка в керамзит? Не обижайтесь, просто хочу знать причину. Я пообещала ответить на этот вопрос, сняв видео. Но прежде чем начать отвечать, я задала подписчице еще несколько вопросов. Где она территориально находится? На что мне пришел ответ, что я и так вам все рассказала. У нас с вами почти одинаковые условия. И никакого секрета нет, где я живу. Просто в этом нет смысла. Я описала вам свои условия: стеллажи на северной лоджии, посадка влагоемкие, кора, мох, циафлора, волокно и так далее. Не приемлю посадки без грунта и в чистый керамзит. Полив раз в 2 недели с оставлением воды на дне горшка. Подкормки разные. Каждый полив аминокислотами. Я не использую аминокислоты. Подкормки разные. Вот подписчица считает, что аминокислоты – это подкормки, а аминокислоты – это стимуляторы. А то, что касается пышного цветения, мои постоянные подписчики знают, что я более 20 лет выращиваю орхидеи. И я проходила вот все эти стадии за 20 лет, когда орхидеи цветут, когда орхидеи не цветут, когда я их пыталась подкармливать аминокислотами, янтарными кислотами, орхидеи погибали, орхидеи выживали. Я все эти стадии прошла и пришла к какому-то определенному для себя уходу за орхидеями, о чем я вам и рассказываю. Еще спрашивают, почему у вас нет огромных орхидей, цветущих каскадами? Вот сейчас я все буду рассказывать, и получится, что я отвечу и на тот вопрос, и еще на один вопрос, где подписчицы поспорили, вот каскадные орхидеи, от чего зависит цветение, почему некоторые орхидеи цветут всего 2 цветочками, а некоторые цветут большими каскадами. Сейчас.
забыла показать вам орхидеи, которая у меня цветет 2 цветочками. Вот такая прелесть. Всего 2 цветочка. Так вот, на этот вопрос можно отвечать часами. А если так собрать всю информацию и коротко ответить, то у нас, у каждого свои условия. И условия эти разные. Вот может моя квартира, а за стенкой в квартире быть орхидеи, и цвести, и расти будут по-разному. Свой микроклимат в квартире, в доме, у кого-то есть теплицы, у кого-то повышенная температура, у кого-то пониженная температура. Все влияет на рост и цветение орхидей. Вот, например, на балконе, даже на моем балконе на северном стороне, где есть радиатор отопления, все равно там всегда прохладнее. Там всегда 19 градусов, особенно осенью, зимой и весной. И цветоносы там выпускают орхидеи всегда. Независимо от того, буду я их подкармливать, буду я их стимулировать, но аминокислоты и вообще кислоты, особенно вот как кислоты жива, то есть это синтетические кислоты, я не применяю. Максимально, какие я применяю сейчас, и это всего год, всего 1 год я применяю удобрения с кислотами и с витаминами, это аминосил. Других кислот я не применяю к орхидеям. Это стимуляторы. Но аминосил – это органическое удобрение. Там путем ферментации получаются органические кислоты, которые орхидея усваивает в хелатной форме. А химические, эти таблетки из аптеки янтарной кислоты, я о них столько говорила. О кислотах уже рассказано много раз. И не хочется повторять это 20-й раз, потому что все кислоты дают не только рост и корнеобразование, но и дают рост всей патогенной микрофлоры. Вот чего я стараюсь избежать. Потому что если 20 лет назад были орхидеи более стабильные, то сейчас покупаешь орхидею, она может через 2 месяца просто все листья могут отвалиться и корни могут пропасть. Сейчас такие нестабильные орхидеи из-за того, что производители орхидей и так применяют несметное количество стимуляторов. И орхидеи не выдержат. Они их выращивают на продажу, чтобы продать нам с большими красивыми цветами, чтобы мы обрадовались, купили, дальше их это ничего не интересует. А меня интересует, чтобы орхидеи жили 5, 10 и 20 лет. Позади меня находится орхидея, которую я вам часто показываю, когда она зацветает. Она никогда не цветет каскадно. Это орхидея Шанхай. Она все свои более 20 лет цветет не более чем 9 цветами. И я ее не хочу стимулировать. Она и так прекрасно себя чувствует. Ну, надеюсь, что на этот вопрос я ответила. А девушка или женщина, которая, или подписчица, которая задавала мне этот вопрос, там, ну, вот в ее ответе все понятно. Лоджия, стимуляторы, они цветут. Если вам все равно, сколько жить будут ваши орхидеи, применяйте гормоны, применяйте стимуляторы. Если вы готовы выжимать из орхидеи все, что только возможно. А потом, вот как делают, опять же, в массе теплиц, которые выращивают орхидеи на срез, то есть они цветы продают, а через 3 года, когда выжили из орхидеи все этими гормонами и стимуляторами, они их просто выбрасывают. И опять выращивают новые орхидеи, и каждые 3 года все выбрасывается. Я не хочу выбрасывать каждые 3 года орхидеи. Да, вы мне можете сказать, что у вас растут и не 1 год, и не 2, и не 3, и 10, и вы применяете массу стимуляторов, массу гормонов, и все у вас хорошо. Я очень рада. У вас наверняка сходятся не только вот эти условия, которые у нас у всех разные. Ведь микроклимат никто не отменял.
И у кого-то он более подходит орхидеям, а у кого-то менее. И кому-то приходится ждать цветения не 1 год. Вот еще позади меня орхидея находится. Она сейчас отцветает, уже начинает сбрасывать цветы. Она у меня не цвела 4 года. После этого выпустила цветонос, и сейчас каждый год, вот я держу цветонос, причем это старый цветонос, пробудившаяся почка. А вот здесь внизу появляется новый цветонос. То есть она теперь цветет не переставая. Действительно, цветение орхидей зависит от ее возраста, от того, как мы их удобряем, от того, какая у меня температура в комнате. Много факторов, которые должны сойтись для того, чтобы орхидея просто зацвела. А то, что касается, у меня нет каскадов. А у меня нет таких орхидей, которые должны цвести каскадами. Ведь это специально выращенные орхидеи. Посмотрите, сейчас очень много видео на ютубе с азиатских выставок. И там каскадные орхидеи, у которых каскад цветов с метр, они стоят отдельно. Это специальные гибриды, которые просто должны цвести каскадами. У нас самый известный такой каскад – это Сога Юкидан. У меня нет такого сорта. И вообще, меня часто спрашивают, а почему у вас такие мелкие орхидеи? Я не очень люблю крупные орхидеи. Да, они у меня есть, но значительно меньше, чем мелких мультифлор, мини-орхидей. И, конечно, когда вы видите цветение позади меня, у меня здесь стоят в основном мультифлоры и мини-орхидеи. И наше восприятие будет отличаться. Мини-орхидея, у которой достаточно большой цветонос, и она до сих пор доращивает бутоны, это сапфир. И орхидея с крупными цветами. Вот посмотрите разницу. Это тиара. Вторая орхидея – это тиара. Ну, видите, какая разница. И если я поставлю позади себя тиару, вы скажете: о, как красиво, как там много, какие цветы. Но я люблю мини-орхидеи. Вот просто я люблю мини-орхидеи. И меня радует цветение и тиары, и очень радует цветение сапфира. Если я сейчас поднесу этот сапфир почти к любой орхидее, вот здесь, смотрите, они крупнее. Но все равно это маленькие орхидеи. Когда рядом эти две орхидеи, так орхидея кажется крупной. Ведь правда? А если рядом с ней поставить тиару, то это будет такая же мелочь, чуть крупнее сапфира. Вот поэтому на заднем плане вы не видите буйного цветения орхидей. А руку тоже провести к каким-то орхидеям мне тоже сложно добраться до 2-го яруса моих цветов. Кстати, вот цветет, недавно показывала, эта орхидея называется или Ола, или Тунис. Вот прекрасная орхидея, было 3 цветоноса. На старых цветоносах она пробудила почки, а вот там вдали показался новый цветонос, он растет в сторону стены. И кажется, что цветения позади меня совсем нет. А оно там прекрасное, кстати, вот эта орхидея очень хорошо пахнет. Оно есть. Просто не так заметно, потому что цветы мелкие. И большая часть коллекции у меня состоит из мини-орхидей и мультифлор. Но они прекрасно цветут. И еще один недостаток мини-орхидеи и мультифлор.
мультифлоры в меньшей степени, а вот мини-орхидеи, они цветут очень недолго. 2, максимум 3 месяца. Редкая орхидея цветет 4 месяца. А стандарты, да, пожалуйста, вот они цветут и полгода, и больше, и продолжают выпускать цветоносы, и продолжают цветение, вот, продолжают растить цветоносы. Так что ваше желание стимулировать орхидеи, добиваться от них только цветения и больше ничего. Но я хочу, чтобы мои орхидеи были прежде всего здоровы. А когда будут здоровые, хорошо растущие, накормленные, тогда и цветение будет красивым и обильным. И еще один из главных факторов, вот как бы мы с вами ни старались, но орхидеи всегда реагируют на то, что происходит за нашим окном. Мы, к сожалению, не можем в своих квартирах создать тепличные условия. Например, 19 градусов для цветения орхидей. Да, у кого-то это возможно. Я в этом году, вот в этой комнате, ни разу не включила отопление. Ну, то есть радиатор, у нас сейчас можно радиаторы включить или отключить. Батарея у меня всю зиму простояла холодная. При этом у меня в квартире, в этой комнате, 26 градусов. Вот как я должна создать условия? Ну, или орхидеи цветут для меня, или я живу ради орхидей. Так что не всегда есть возможность создать идеальные условия для цветения орхидей. А вот на балконе там более идеальные условия, поэтому орхидеи там цветут и выпускают цветоносы стабильно. Вот какую бы орхидею ни поставила на балкон, всегда будет цвести. Потому что там температура 19 градусов. Ну, а меня радуют и такие каскады. Цветение моей орхидеи Равелла. Надеюсь, что я ответила на вопрос. Наговорила, конечно, очень много, но надеюсь, что вы меня поймете. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.